55-летний Филипп Киркоров является отцом Аллы Виктории и Мартина Кристо. Известно, что крестными родителями детей являются Андрей Малахов и Наталья Ефремова. Споры о том, кто является настоящей мамой детей, не прекращаются и сегодня. А по информации в прессе, Ефремова является и биологической матерью Аллы Виктории и Мартина. Но кем действительно является Наталья Ефремова для детей Филиппа и как она появилась в жизни семьи Киркоровых? Более 40 лет жизнь Натальи не являлась предметом интереса публики. Ситуация изменилась, когда звезда отечественной эстрады вознамерился стать отцом с помощью современных технологий. Известно, что Наталья родилась во Львове в 1967 году. До подросткового возраста девочка росла на Украине, но потом отца военного отправили служить в Новосибирск, и семье пришлось поменять место жительства. Еще через год Ефремовы переехали в Москву, где и остались навсегда. Школу девочка окончила уже в столице. Получив аттестат, поступила в один из московских вузов, где получила образование военного переводчика. Дипломированный специалист несколько лет проработала по специальности и даже дослужилась до звания лейтенанта. Работа Наталье нравилась, но мечтала она совсем о другом – о мире моды, красоты и искусства. Однажды она решилась и оставила прежнее место службы, устроившись консультантом в магазин модных нарядов «Престиж». Врожденная предпринимательская жилка помогла девушке быстро построить карьеру. Уже спустя год ей доверили управлять элитным бутиком, торгующим престижными европейскими брендами. В настоящее время Ефремова владелица 2 магазинов и вполне успешная бизнес-леди. Многие считают, что биография женщины сложилась удачно не только благодаря ее хватке и упорству. Предполагается, что финансового благосостояния она достигла не без участия Филиппа Киркорова. Познакомились они в 2006 году, когда артист подыскивал себе одежду. Судьба привела его в бутик Наташи, которая с удовольствием помогла звезде подобрать подходящие наряды. По ходу дела мужчина и женщина разговорились, и эта мимолетная встреча стала началом их многолетнего общения. Киркоров долгое время скрывал свою связь с новой подругой. Когда ее присутствие в жизни певца стало общепризнанным фактом, он признался в теплых чувствах к этому хорошему и доброму человеку. Филипп Бедросович отметил, что именно эта женщина наполнила его существование смыслом и спасла от тоскливого одиночества. О том, что Алла Виктория и Мартин являются их общими детьми, ни исполнитель, ни владелица бизнеса не говорили. Однако открыто произнесенных теплых слов Киркорова для журналистов оказалось достаточно, чтобы назвать их биологическими родителями детей. Алла Виктория родилась в ноябре 2011 года, а уже через 7 месяцев появился ее брат Мартин. Девочку король эстрады назвал в честь матери и экс-супруги, а мальчик получил имя в соответствии с болгарскими традициями. Разумеется, с интервалом в 7 месяцев Наталья никак не могла сама родить Филиппу детей. И дочь Филиппа, Алла Виктория, и его сын Мартин оба родились в США и являются гражданами этой страны. Вынашивали и рожали их разные женщины. По одной версии, женщина предоставила свой биологический материал только для рождения младшего Мартина, а у Аллы Виктории другая мама. Например, у того же Сергея Лазарева оба ребенка на 100% родные. Он сам об этом говорил в интервью. У Киркорова предположительно то же самое. Одна мать и один отец, но вынашивали детей разные суррогатные матери, идентичной ситуации с Лазаревым. Поэтому в интернете тотчас появилась версия о том, что женщина просто дала свои яйцеклетки, а дальше уже поработал технический прогресс. Подтверждения этому нет. Киркоров и Ефремова до сих пор хранят молчание. Но если сравнить фотографии самой Натальи и обоих детей Филиппа Бедросовича, то их родство более чем вероятно. Однажды певец сказал, что без Натальи он бы не смог стать отцом. Если бы не она, многого бы не произошло. Чудо бы этого не случилось. Рождение детей не случилось. О том, что вместе с детьми в особняке Киркорова проживает некая дама, журналистам стало известно случайно. Приехав к Филиппу снимать передачу, от Мартина и Аллы Виктории они узнали, что дети живут не только с папой. У ребят есть и мама. Брат и сестра показали рисунки, на которых изображены родители и они сами. Тогда певцу пришлось признаться, что да, так и есть. Но якобы их мать не любит публичности и предпочитает держаться в стороне. Вообще, предполагаемая мать старается не попадаться журналистам и редко посещает светские тусовки. Впервые Наташа предстала перед публикой на крестинах Аллы Виктории. Еще раз ее фото промелькнуло в светской хронике в 2012-м, во время проведения рождественских встреч.
На протяжении всего вечера ей не давали прохода представители СМИ, желая получить от женщины сенсационное заявление. После этого Ефремова и вовсе перестала появляться на подобных мероприятиях. От первого замужества у Натальи есть сын Егор. Известно, что юноше сейчас около 20 лет. Он живет отдельно от мамы, но часто навещает ее и помогает в воспитании Мартина и Аллы Виктории, с которыми отлично ладит. Дети Киркорова обращаются к Ефремовой «мама Наташа», из чего журналисты также сделали соответствующие выводы. Однако официальный статус женщины – крестная мать Аллы Виктории и Мартина. И сейчас предполагаемая мать звездных детей проживает на Николиной горе, в личном подмосковном особняке Филиппа. Все свободное от работы время она посвящает маленьким крестникам. Это еще раз укрепило общественность во мнении, что Ефремова является кровной родственницей малышей. Счастливый папа ежедневно старается сотворить для своих малышей праздник. Но все же звезда понимает, что из-за его постоянной занятости дочь с сыном недополучают родительского тепла. Как признался певец, его отсутствие с лихвой компенсирует Наталья. В интервью журналистам Филипп отметил, что его спутница окружила детей лаской и заботой, а в их общий дом принесла мир и спокойствие. Поклонники творчества Киркорова сходятся во мнении, что подобная модель семьи – одна из самых идеальных в современных реалиях. Сейчас таинственной женщине уже 6-й десяток, но выглядит она весьма хорошо. Работа в мире искусства и моды обязывает бизнес-леди постоянно следить за собой и быть в курсе последних тенденций. Наталья по-прежнему является близкой подругой Филиппа и помощником в творческой деятельности. На всех семейных праздниках они вместе, но, по словам обоих, их связывают чисто дружеские отношения. Говоря о Наташе, Филипп Бедросович признается, что она очень похожа на его мать, только на много лет моложе. Женщина обладает спокойным характером и житейской мудростью, которые помогают певцу обрести душевный комфорт. Наталья заставила знаменитость поверить в счастливое будущее, чего до нее никому не удавалось. Сам Филипп обожает своих детей и не скупится для них ни на что. Артист покупает отпрыскам дорогую брендовую одежду, возит их за границу и не жалеет денег на их образование. Каждый день Мартина и Аллы Виктории буквально расписан по минутам. Это и школа, и дополнительные кружки, и развлечения, и светская жизнь. Последний пункт начал все чаще и чаще появляться в списке дел на день. И это даже стало влиять на учебу без 5 минут подростков. Помимо учебы, дети певца посещают дополнительные секции. Алла Виктория занимается художественной гимнастикой и балетом. Мартин – футболом и шахматами. Изучают английский язык. Несмотря на юный возраст, дети уже определились с профессиями. Алла Виктория мечтает проектировать здания, а у Мартина в планах покорить мир большого спорта, стать известным футболистом. Дети, хоть и растут в артистической семье, сами тяги к творчеству особо не испытывают. Но Киркоров не расстраивается, что наследники не хотят продолжать семейную династию. Оказалось, он наоборот вздохнул с облегчением, когда узнал, что они не рвутся в шоу-бизнес. Главное, чтобы Алла Виктория и Мартин выбрали дело по душе, а певец поддержит любые начинания и с удовольствием поможет советом.